Был лапчатый еще вчера. Но еще не запеченный. Запеченный будет сегодня. Всем привет, кстати. Ну, в принципе, он очищен и опален. Ну, надо еще посмотреть, какие-то огрешки убрать. Огрехи я имею в виду. Ну, вот что-то можно прямо ногтями вытянуть. Если не поможет, то пинцет поможет. Ну, в принципе, мало что тут пришлось выдернуть. А вот волосики кое-где есть. Надо опалить более тщательно. Я могу запечь гуся вот в такой форме. Вот я запекал утку. У меня есть такой сюжет на канале. Но так как такая форма не у каждого найдется, а пакет купить может каждый, то буду запекать в пакете. Приготовлю маринад. Маринад очень важен. Но у меня нет какого-то такого специального рецепта. Но я так думаю, что этот маринад, который я сделаю, очень даже подойдет. Ну, в конце концов, так и произошло. Взял кориандр, ну, чайную ложку где-то. Гусь большой, почти 3 кило. Имбиря взял, ну, вот сколько, столько, сколько вы видели. Добавил соль, чайную ложечку, и растер в ступе. Ну, разбил, можно сказать. Чеснока режу много, ну, вот среднюю головку. И добавляю остринку. Это у меня турецкая паприка, но остринка может быть в любом виде. Каенский перец сухой или там жидкий соус чили. Какой угодно. И количество то, которое вы сочтете нужным. Еще добавив соль, растер все, и получилось у меня ну такая густой маринад. Я добавил соевый соус. Его вкус тоже не будет лишним. Ну и сделал эту намазку более жидкой, чтобы легче было намазывать. Ну еще и вкус, конечно, соевого соуса нам очень нужен. Вот из этой части около гуски удаляю жир гусиный, но не выкидываю, потому что это ценная штука, я его вытоплю, там можно картошку будет пожарить, еще что-то сделать. Я так и сделал, в баночке держу в холодильнике. Что дальше? Над хвостиком есть железы сальные. Вот я их удаляю, камера в этот момент отвлеклась и почему-то снимала мое пузо. Ну, я ее за это пожурил, конечно, но поверьте на слово, вырежьте те железы, которые над хвостиком, а сам хвостик не убирайте. Там вот после запекания гуся очень, очень вкусное это мясо, именно там. Ну вот я опалил, так что все волосики, практически все, ушли. Ну, хорошо. Что можно запихнуть в гуся? Ну, в принципе, все, что вы считаете нужным. Там, например, квашеную капусту, яблоки, чернослив. Ну, вот яблоки, чернослив я сегодня как раз и использую. Это у меня Грэмми Смит, кислая разновидность. Они не крупные, ну, соответственно, не очень дорогие. Ну, и чернослив я использовать буду. Просматривая рекламу, вы абсолютно точно помогаете каналу. Помыл гуся, ну и обтер влаговпитывающими салфетками. Ну и снаружи, и изнутри тоже, естественно. Взял примерно половину маринада и натер все изнутри. Ну, достаточно тщательно это делаю. Загружаю начинку. То есть вот эти дольки яблок и чернослив.
Ну, чернослив запихал весь. Ну, граммов эдак было, ну, 100-150 где-то, наверное. Ну, а яблоки не все поместили. Ну, бог с ними, я их с удовольствием съем. Можно зашить вот эту часть, но не пластиковой ниткой, хлопчатобумажной. А можно просто вот так вот зацепить зубочистками, что я и делаю. Это не столь важно, герметичность тут не нужна. Главное, чтобы во время запекания все не вывалилось. Все, что внутри тушки. Оставшимся маринадом, естественно, смазываю все снаружи. Я делаю эти манипуляции утром, а гуся буду запекать, ну, часа в 4-5 начну. Беру большой пакет для запекания, ну, это утром, сейчас. Укладываю туда эту тушку. Завязываю пакет и специальные клипсы перетягиваю. Но не так, чтобы уж совсем туго, чтобы чуть-чуть воздух мог выходить, проходить. Прямо вот в этом пакете, пусть он так и лежит часов до 4. Ну, часов 5 при комнатной температуре он у меня полежит и промаринуется. Но если лето и жарко, то держите часа 3. Ну вот, берусь непосредственно за запекание, укладываю на противень. Температура 180 градусов. Ну, где-то через час 40 я проверяю ситуацию. Ну, в окошко-то я глядел, конечно. Пакет раздулся, и соки и жир выделились. Это видно. Проверяю острой зубочисткой, деревянной, конечно. Ну, уже в принципе, конечно, это можно есть, особенно если сильно голоден. Но я подержу еще минут 20. Нарежу овощи для подачи. Ну, не только для декора, но еще их есть тоже можно будет. 1 апельсин и болгарский перчик. Я варю картошку. Варю ее минут 20. А потом буду укладывать поближе к гусю. Ну, то есть частично сварю. Ну, вот 2 часа этот гусь провел в духовке у меня суммарно. Аккуратно вскрываю пакет. Делайте это осторожно, потому что горячий пар, все горячее, раскаленное. Ну вот зубочистки даже напора не выдержала, вернее кожа не выдержала напора, она порвалась. Ну да ладно, это не беда, все осталось внутри. Теперь буду запекать полчаса, примерно полчаса, где-то 190-200 градусов. Обернул ножки и крылья фольгой, чтобы не обуглились. Уложил картошку. Ну и все, полил вот этим жиром ароматным. Он реально ароматный. Полил и картошку, и гуся. Иногда я смазываю это разваленным водой медом, тогда быстрее колируется. Но сейчас мне не нужно быстро, пусть картошка дойдет и гусь тоже дойдет. Ну вот прошло полчаса. Достаю. Запах очень хороший. Картошка готова. Гусь тоже готов. Вот самое большое блюдо, которое у меня нашлось, это леган для плова. Ну ничего, гусь тоже там хорошо ляжет. Картошечка очень хороша. Ну а гусь, ну просто прекрасен. Очень вкусно. Хрустящая курочка. Ну вот чуть-чуть я отрежу со стороны грудки. Но грудка это не лучшая часть гуся, реально.
Вот то, что на косточках, то мясо наиболее вкусное. Ну, вкусно, там, рождественский это гусь или нет, это вам решать. Всем приятного аппетита, удачи, пока.